Всем добрый день! Сегодняшнее видео по вашей просьбе и, что называется, по горячим следам. Совсем недавно я стала выкладывать видео, в которых показываю комплекс упражнений для проработки той или иной зоны нашего лица. И первое видео было посвящено упражнениям для области лба. Причем эти упражнения, их основная задача — это избавить нас от морщин в области лба, переносицы, да, и глаз в целом. Смоделировать линию роста бровей, поднять верхнее веко. Это все я говорила в предыдущем видео. И в конце этого видео я проговорила, что очень важно нам с вами научиться расслаблять мышцы своего лба. Возможно, я там не проговорила до конца, для чего именно нам это важно. Это первый момент. И второй момент, я вам рассказала про разные методы, которые помогают нам расслабить мышцы нашего лба. Это банально любой вид массажа. Это может быть баночный массаж, это может быть классический массаж с разными массажерами. Даже просто банально я вам показывала, да, что можно своими разогретыми ладонями поглаживать свой лоб, стоя перед зеркалом, отдавая себе команды на расслабление. А также я вам проговорила, что есть очень хороший, хоть и дурацкий способ избавиться от морщин в области лба, научиться их расслаблять, мышцы нашего лба, точнее не морщины. Это использовать бумажку, да, просто-напросто приклеивать на эту зону бумажку. И вы стали задавать вопросы. Непонятно, покажите, расскажите. А кто-то стал говорить, а если сюда приклеивать скотч? Так вот, я вам сейчас отвечу на все ваши вопросы. Во-первых, для чего нам все-таки важно расслаблять мышцы нашего лба? Смотрите, основная масса упражнений, которые мы с вами делаем, предназначена на поддержание объема и тонуса мышц нашего лица. Дело в том, что с возрастом и объем мышц, то есть мышцы уменьшаются в объеме, в массе. Это физиологически так, то есть стареют они. Плюс мышцы теряют тонус, они начинают прослабевать, провисать. И как следствие начинают тянуть за собой кожу, поэтому мы видим деформация овала лица, появление морщин, в общем-то, и другие разные нехорошие вещи, происходящие с нашим лицом. То есть, еще раз повторю, основная задача упражнений, которые мы с вами делаем, это поддержание объема и тонуса мышц нашего лица. Но есть такая проблема, когда, допустим, у нас морщины появляются вследствие эмоций. То есть, казалось бы, объем у нас мышц достаточный, работают они очень хорошо, и очень часто такие проблемы бывают в более молодом возрасте. То есть, все нормально. Со стороны мышцы, со стороны кожи еще молодые, но почему-то вот эти самые морщины у нас появляются. И появляются они вследствие того, что мы с вами выражаем какие-то эмоции. Например, если мы с вами привыкли постоянно супиться, щуриться, да, у нас непроизвольно вот эти вот мышцы запоминают вот это вот самое положение. То есть срабатывает мышечная память. И даже если мы с вами расслабляемся или думаем о чем-то другом, у нас здесь непроизвольно мышцы все равно стараются вот это положение свое занять, да, и, соответственно, у нас здесь двигается кожа и появляются морщины, заломы. То есть можно сказать, что это мимические морщины, можно сказать, что морщины, заломы. И, соответственно, нам с вами нужно научиться расслаблять мышцы своего лба, чтобы они возвращались, ну, скажем так, в исходное положение, когда у нас лоб благополучный, гладкий и нигде не образуются никакие заломы со стороны кожи. Вот для чего нам важно научиться расслаблять мышцы своего лба. То есть это другая сторона борьбы с мимическими морщинами в области лба. И, понятное дело, сейчас не буду говорить про массажики, это все оставляем. Именно возвращаемся к тому методу, о котором я сказала, приклеивание бумажки. Так вот, я категорически против скотча. Смотрите, да, вы можете прочитать, можете увидеть такие советы. Сюда приклеивать, например, на переносицу или на лоб скотч. Но дело в том, что скотч не учит нас контролировать наши эмоции, он не учит нас расслаблять наши мышцы. Да, вот в этой зоне она как бы обездвижена, то есть не будет происходить заломов нашей кожи. Но представьте себе, вот мы сюда приклеили скотч. И дальше начинаем, вот как говорили, так и говорим, да, продолжаем свои эмоции выражать. Что у нас происходит? У нас вот здесь вот могут появляться морщины, у нас вот здесь вот происходит залом, появляется, у нас вот здесь вот может собираться. И там, где скотч, кожа обездвижена, она не собирается, но в другом месте у нас запросто могут образовываться морщины, заломы. Поэтому я за то, чтобы мы с вами использовали метод с бумажкой. Мы берем кусочек бумажки и просто-напросто приклеиваем, прислюнявливаем, простите, туда, где у нас выражены морщины, заломы. Что происходит? Как только мы с вами начинаем шевелиться, да, двигать своими мышцами, выражать свои эмоции, у нас бумажка отклеивается и отпадает. Мы вынуждены еще раз наклониться, ее поднять и снова ее приклеить. И снова, как только мы с вами забываемся, начинаем двигать своими бровями, лбом, у нас эта бумажка отклеивается.
мы ее снова вынуждены приклеивать. Да, я понимаю, что когда мы находимся на работе, вот этот метод, он совсем не годится, потому что мы действительно можем выглядеть в глазах окружающих как какие-то дурочки. Поэтому этот метод лучше использовать дома, когда вы там что-то делаете. Причем желательно не наклоняться, да, когда мы находимся в вертикальном положении. Ну, по крайней мере, домашние вас уже простят за то, что вы ходите с бумажкой в области лба. Ну, я, по крайней мере, на себе так делаю и леплю на свое привычное место, там, где у меня была морщина, залом на переносице. Так вот, что делает бумажка? Соответственно, как только она у вас отвалилась, да, вы вынуждены ее приподнять, поднять и снова приклеить. И вот так вот у вас, ну да, может быть на уровне раздражения, вы учитесь контролировать свои эмоции. Просто-напросто, потому что наступает такой момент, когда вам просто-напросто надоедает эту бумажку поднимать. И вот в этом вся прелесть этого метода. Чтобы лишний раз не наклоняться, не поднимать, не лепить, наступит такой момент, когда вы будете хоть на долю секунды начинать контролировать свой лоб. Просто-напросто. Вот контролировать. И именно бумажка, она учит вас. Каждый раз у вас время от того момента, когда бумажка отвалилась, да, и вы ее заново начинаете лепить себе на лоб, оно будет увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. И это мы как бы с вами меняем привычки, да, меняем свои привычки. И мы меняем мышечную память у мышц своего лба. Так вот, смотрите. Что важно? Во-первых, важно, чтобы вы лепили бумажку именно на те морщины, которые у вас образуются, морщины заломы. Вы должны ее лепить в состоянии покоя. То есть, если мы с вами сразу ее лепим на лоб, когда у нас тут все в процессе эмоций, только вы поменяли эмоцию, да, у вас бумажка отвалилась. Нам важно лепить в таком положении, когда у нас лоб максимально благополучен, то есть когда он у нас максимально расслаблен и когда у нас минимум вот этих самых морщин. То есть наша задача, да, вот в таком положении. Плюс смотрите, бумажка должна быть приличная по размеру. Если мы с вами лепим вот такой, допустим, маленький кусочек, то есть вероятность того, что он будет держаться за счет того, что мы с вами потеем, или у нас есть кожное сало, вырабатывается кожное сало. Он вас вот такой маленький кусочек не научит. То есть кусочек должен быть приличным, он должен выходить за пределы, понятное дело, морщин. И возможно, да, он вам будет мешать смотреть. Это еще сработает нам в плюс, да, к тому, что быстрее мы с вами научимся контролировать эмоции. Но, опять-таки, смотрите, приличный кусочек в состоянии покоя расслабленном и наклеиваем. И что происходит? Мы с вами, в конце концов, вот так вот учимся держать наши брови. То есть, да, учимся держать наши брови, учимся контролировать наши эмоции. И вот этот метод без всяких уколов ботокса помогает разгладить нам морщины залома, которые образуются вследствие эмоций. То есть, смотрите, мы не влияем на работу наших мышц. Мы не нарушаем, как это с ботоксом, работу наших мышц. Мы не нарушаем там нервную систему, передачу нервного импульса. Мы просто-напросто меняем мышечную память и меняем немножечко как бы положение наших мышц. И приучиваем себя контролировать эмоции свои. И в конце концов, вы не станете все равно безликой маской или куклой Барби. Вы все равно будете выражать эмоции. То есть, например, когда нам с вами нужно там пережить что-то, проговорить, продумать, вы все равно это будете выражать, эти эмоции. Но как только вы эту эмоцию отыграли, она у вас прошла, отработали, простите за грубые слова, отыграли, отработали, но как только у вас эта эмоция завершилась, ваш лоб непроизвольно будет возвращаться в исходное положение, потому что он будет помнить, что в любой момент ему могут приклеить вот эту самую бумажку, и он вынужден будет снова учиться контролировать себя. Так что вот такой вот простой метод, еще раз, без денег, без затрат, просто бумажка приклеили и ходим. Ходим до того момента, пока мы с вами не приучимся контролировать свои эмоции. И, кстати, последний плюс, да, это еще раз, смотрите, как от лба зависят наши глаза. Да, вот здесь вот все собирается. Как только мы с вами расслабляем наш лоб, да, он становится у нас на место, у нас эта зона подтягивается. Так что вот такой простой метод. Берите себе на вооружение, делайте. Ничего сверхъестественного.